А теперь, ребята, становится действительно страшно, ведь разработчики выпускают уже 4-е обновление CS2 на этой неделе, и весит оно всего лишь каких-то 16 мегабайт. И я на самом деле не планировал делать этот ролик, но они решили слить ближайшее крупное обновление в игре. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит летний ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины. А для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. Ну что же, по традиции сначала разберемся с обновлением, а потом перейдем к утечкам. Сегодня разработчики решили пофиксить радар, который ранее неправильно отображал позиции на нем, так как все значки и фон самой карты был смещен на несколько пикселей. И, конечно же, обновили файлы локализации, связанные с новой коллекцией Masterminds 2. И как вы могли понять, в самих файлах обновления ничего скрытого и секретного нет. Даже версия игры осталась прежней, так как оно является по сути как обычно фиксом фикса. И все, подумал я, можно с чистой совестью идти спать. Но не тут-то было. В Dota 2 выходит новенькое обновление. Казалось бы, при чем здесь Dota? А дело в том, что в ней обновился движок и ее инструментарий. Для тех, кто не в курсе, за этот год можно было выявить несколько закономерностей, связанных с движком Source 2. Так как CS2 и Dota 2 имеют один движок, то и там проскальзывают функции, созданные для других игр. Вторая закономерность в том, что при каждом крупном обновлении разработчики соответственно обновляют и функции движка. И так сложилось, что после того, как в Dota 2 обновляют движок, то это становится звоночком о том, что и в CS2 скоро подвезут крупное обновление. Иногда это бывает аж через 2 недели, ну а иногда в течение 40 дней. В данном же обновлении Dota 2 снова засветились функции, которые принадлежат CS2. А если быть точнее, то снова упоминание брелков. Видимо, это то, что действительно скоро появится в игре. Но самый прикол в том, что строчки и функции, которые спалились, это как раз недостающие факторы, о которых я говорил в своем ролике про демонстрацию брелков. Для инструмента ModelDock, в котором и создаются данные брелки, добавили функцию локатора для нанесения самих же брелков, который должен избавить нас от проблем отрывающихся брелков, которые нанесены на оружие, и различные функции для физики, которые также относятся и к брелкам. К примеру, в строчках кода можно также заметить и костыль, о котором говорил в том самом ролике. Это, по всей видимости, специальный параметр для физической, скажем так, коллизии, который они назвали Close Chain. Он призван избежать проваливания моделек брелка сквозь текстурку оружия и создавать вид полноценной коллизии. Видимо, на основе костыля решили создать отдельный параметр, который практически так же и называется. И еще раз повторюсь, все данные утечки — это недостающие факторы в создании брелков для CS2. Вот такие вот дела, ребята. Так что да, чую, в ближайшие 2 месяца будет очень жирно. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!